Всем привет! Сегодня приготовим два торта без выпечки. Первым приготовим торт без выпечки из песочного печенья. Для него набор продуктов минимальный. Готовим крем для торта. В миску наливаем 600 мл сметаны. Насыпаем 30 грамм какао и 100 грамм сахара. Все перемешиваем до растворения сахара. Для крема я использую сметану 20% жирности. Форму, в которой будем собирать торт, застилаем пищевой пленкой. Чтобы пленка лучше прилегала, я сполоснула форму водой. Размер моей формы 18 на 18 сантиметров. Первым слоем на дно формы выкладываем песочное печенье. В местах, где печенье целым не получается положить, обрезаем его по нужному размеру. На печенье наливаем 2-3 столовых ложки приготовленного крема. Равномерно его распределяем. На крем снова выкладываем слой из печенья. Опять наносим крем. Таким методом собираем весь торт. Примерно 3-4 столовых ложки крема оставляем для украшения торта. Последним слоем кладем печенье. Всего для торта мне понадобилось 700 грамм печенья. Торт накрываем пленкой и ставим в холодильник настаиваться на пару часов. Я поставила на ночь. Торт настоялся, достаем его из холодильника и снимаем верхнюю пленку. Торт накрываем тарелкой и переворачиваем. Снимаем форму. Также аккуратно снимаем пленку с торта. Сверху и по бокам торт обмазываем оставленным кремом. В чашу измельчителя насыпаем поломанные кусочки от печенья, которые остались после сборки торта. Если их мало, то поломайте еще несколько печений. Все печенья измельчаем в крошку. Приготовленной крошкой посыпаем торт сверху и по бокам. Для посыпки сбоку удобно использовать небольшой шпатель или силиконовую лопатку. Лишнюю крошку убираем. Торт готов, можно подавать на стол. Торт из печенья с шоколадным кремом получился очень вкусным. Печенье прекрасно пропиталось сметаной. Легкий шоколадный вкус сметанного крема прекрасно сочетается с песочным печеньем. Готовится торт очень просто и легко. Вторым приготовим торт «Фруктовый пир». Готовится такой торт несложно и без выпечки. Получается красивым, ярким и вкусным. Такой торт смело можно готовить на любой праздничный стол. Готовим первый апельсиновый слой. В сотейник наливаем 650 мл апельсинового сока. Насыпаем 70 грамм сахара и 60 грамм крахмала. Все перемешиваем. Я использую кукурузный крахмал, но также можно взять и картофельный. Сотейник ставим на огонь. Варим на огне чуть меньше среднего, при этом постоянно перемешивая венчиком, чтобы смесь не пригорела ко дну и не было комочков. После закипания пудинга варим еще примерно 1 минуту. Горячий пудинг снимаем с плиты и сразу же выливаем в форму. Я взяла форму для кекса диаметром 26 см и объемом 2 литра. Оставляем остывать при комнатной температуре. Первый слой уже остыл. Готовим второй молочный слой.
В сотейник наливаем 1 литр молока, насыпаем 150 грамм сахара, 50 грамм муки и 30 грамм крахмала. Все перемешиваем. Сюда же добавляем ванильный экстракт или 10 грамм ванильного сахара. Все ставим на огонь. Варим на огне чуть меньше среднего, обязательно перемешивая. Лучше всего перемешивать венчиком, так лучше разбиваются все комочки. Когда масса закипит, варим еще примерно 1 минуту, чтобы мука и крахмал хорошо заварились. Горячий пудинг снимаем с огня и сразу же выливаем на застывший апельсиновый слой. Выливаем аккуратно, чтобы не разбить нижний слой. Если нужно, то распределяем пудинг по форме и оставляем остывать до комнатной температуры. Чтобы было быстрее, когда пудинг немного остынет, можно поставить его в холодильник. Готовим третий ягодный слой. В миску насыпаем 350 грамм красных ягод. У меня смесь малины, клубники и красной смородины. Все ягоды пюрируем погружным блендером. Ягодное пюре выливаем на сито и протираем, чтобы избавиться от косточек. Я использую замороженные ягоды, но можно взять и свежие. К подготовленным ягодам наливаем 300 мл воды, насыпаем 100 грамм сахара, 50 грамм муки и 20 грамм крахмала. Все перемешиваем и ставим на огонь. Точно так же варим, постоянно перемешивая. После закипания ягодного пудинга варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Сразу же горячим выливаем на остывший молочный слой. Все аккуратно разравниваем по форме. Торт оставляем остывать, а затем ставим в холодильник примерно на 6 часов. Сверху все желательно накрыть пищевой пленкой или крышкой. Торт застыл, достаем его из холодильника и даем ему постоять 10 минут при комнатной температуре. Аккуратно отделяем его от стенок формы руками. Кладем сверху на форму блюда и переворачиваем его на торт. Для того, чтобы торт быстрее отошел от стенок формы, его можно немного потрясти вместе с блюдом. Аккуратно снимаем форму с торта. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Фруктовый пир» получился очень нежным, ярким и вкусным. В нем прекрасно сочетаются молочный, апельсиновый и ягодные слои. Готовится такой торт несложно, главное дождаться, пока он застынет. Этот торт прекрасно смотрится на любом праздничном столе. Если вам понравился такой торт без выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.